китайская имидж-медицина и люди с ограниченными возможностями. Меня зовут Оксана Навик. Я инструктор Джун Юань Цигун, личный ученик мастера Сюй Минтана, имидж-терапевт. У меня 2 высших образования – педагогическое и физкультурное. Также я являюсь тренером по адаптивной физкультуре. Провожу занятия для людей с ограниченными возможностями в спортивно-оздоровительных группах и работаю с детьми-инвалидами. Это ребята с поражением опорно-двигательного аппарата, с сахарным диабетом, задержкой психического развития, синдромом Дауна, аутизмом и много смешанных заболеваний. Но до того, как я стала помогать людям с помощью китайской имидж-медицины, мне предстояло вылечить саму себя. В 2000 году я попала в автомобильную аварию. В течение 8 лет здоровье мое только ухудшалось, а болезни прибавлялись. Потеря детей и изломанное тело, конечно же, привело меня к стрессу. И в результате у меня образовалась тиреотоксикоз. Мне предписывали много препаратов, и я проходила лечение на протяжении 8 месяцев, но они мне не помогали, а гормоны мои только поднимались вверх. И мое счастье, мне повстречалась практика Джун Юань Цигун. Результаты пошли сразу. У меня выровнялись гормоны. УЗИ щитовидной железы показало, что узлов и кист не выявлено. И я себя чувствовала намного лучше. Мое тело стало легким. Я была готова делиться своими ощущениями с другими людьми. Я начала преподавать. Жизненный путь вывел меня к тому, что мне предложили работу в школе Олимпийского резерва по зимним видам спорта. И сейчас, на данный момент, я являюсь тренером, преподавателем по адаптивной физической культуре. Хочу поделиться с вами о результатах своей работы. Это Андрей Казачков и Евгений Дугушкин, оба инвалиды 2-й группы с детства. Родители отказались от Андрея, и он абсолютно их не знает. То есть его отдали в детдом, и он до сих пор живет в пансионате для престарелых. Евгения Дугушкина были родители, но пьяный отец выбросил всю семью с балкона. И Женя один уцелел, но получил очень большую травму. В ноге у него спица, и он на момент, когда мы познакомились, даже не мог считать элементарно до 3. Хотя парню уже было далеко за 20. У них 2-я группа инвалидности у Жени и у Андрея. Сейчас вы видите фотографии последних соревнований в марте. У них поменялась внешность. Вот посмотрите, пожалуйста, когда 3 года назад они пришли заниматься в группу, то не могли нормально стоять на ногах. Женя пил, у Андрея было заключение о нетрудоспособности. Мне долго приходилось с ними разговаривать, порой всю тренировку с одним, со вторым. И самое большое достижение на сегодняшний год, на сегодняшний день, я считаю, в январе 2018 года Женя и Андрей были официально трудоустроены в школу Олимпийского резерва. Это огромный результат для нас, и сейчас они являются моими помощниками. Начинала я свою группу с 4-5 человек. На данный момент в моей группе 25 человек. Это Настя Привалова.
У Насти сахарный диабет первого типа. Болеет с 7 лет. Настя прошла у меня 10 сеансов имидж-медицины. Я получила образ, ответ, от чего у Насти произошел сахарный диабет, не зная, что их родители были разведены, и у ребенка произошел стресс, когда Настю оставили с отцом. И после этого поставили диагноз сахарный диабет. И плюс ко всему еще у нее пошли изменения в щитовидной железе. То, что мне показала диагностика, гормональный сбой. И вот наши результаты буквально за 10 сеансов. То есть в начале марта из протокола УЗИ в проекции перешейка обнаружено кистозное образование 0,7-0,3 сантиметра, контуры нечеткие, неровные, структура резко неоднородна. И уже после сеансов это заключение из протокола УЗИ, объемные образования не обнаружены. Контуры четкие, ровные, структура диффузно неоднородная. Из риза расположена типично неувеличена. Объемных образований не выявлено. В мере того, как я занималась со взрослыми детьми, меня пригласили работать во вторую школу Олимпийского резерва с малышами. Я сейчас работаю уже 3-й год. Я применяла китайскую имидж-медицину, накладывая образно на всех, на всю группу. И пошли очень хорошие результаты. Это Слава Варочкин, у него аутизм. Справка об инвалидности. На начальном этапе, когда Слава ко мне пришел, он очень плохо держался на воде. Это старые показатели. Сейчас, на сегодняшний день, Слава проплывает уже 4 по 50. Это Илья Соснин. У него сенсорно-моторная алалия аутичного спектра. Это справка об инвалидности. Ильюша боялся зайти в воду, а теперь ныряет с головой. Сейчас он у меня плавает свободно, без пояса, проплывает уже свободно 3 по 50 метров, и уже даже мы плывем 50 метров на спине. Это Дима Воронин, у него синдром Дауна и врожденный порок сердца. Справка об инвалидности. Мамочка обратилась ко мне с тем, что она не могла принимать его внешность. Я сказала, что давайте поработаем над внешностью, поменяем образ. И результат оказался великолепным. В прошлом году Диму сняли с учета по пороку сердца. Сама мама сказала: Оксана Викторовна, все думают, что Димка здоровый парень. То есть не видно, что у него синдром Дауна на лицо. А мы всего лишь поработали с ним 5 сеансов по смене образа. Что мы делали, чтобы прийти к этим результатам? У нас плавание и обязательно у нас гимнастика школы мастера Сюминтана Джуньянь Цигун. 4 подготовительные упражнения. Дети их очень любят. Поначалу, конечно, мы даже стоять не могли, но сейчас у них великолепно все. Они даже знают название упражнений. Это фотография с первого дня занятий. На упражнении «Маленький ребенок» молится Будде, они не могли сложить даже ладони. И не то, чтобы прокрутить их, не могли стоять на месте, шатались, не могли и не хотели слушать, заниматься не хотели. Вот даже вы видите Андрея в центре фотографии и Евгения, которых я показывала, где они стоят с наградами. Вот это первая наша неделя знакомства. Сначала у меня было их 4, потом вот пришло их
6 человек. Все они с пансионата. Это дети, у которых нет родителей. Что мы делали? Информационный план, образ единого целого, работа с их страхами, индивидуальная работа, беседы. Я постоянно вела с ними беседы. Энергетический план, подготовительные упражнения с Жюнянь Цигун, работа с образами китайской имидж-медицины, медитация, дыхание телом, дыхание по точкам. Физический план. Повысилось качество жизни. Теперь они настоящая команда. Они проявляют инициативу, берут на себя ответственность. Практикуем чистка энергетическим шаром, медитируем. Это малыши делают первое подготовительное упражнение. Большое дерево мы уже стоим 10 минут. Скандинавская ходьба обязательно. Мы поднимаемся в горы, делаем обязательный комплекс Бадуин-дзинь. 8 кусков парчи мы обязательно в нашей программе, в нашем тренировочном процессе. Также ходим в походы, да, обнимаем деревья, разговариваем с ними. 3 года назад они даже не могли стоять на лыжах. И вот посмотрите, у них увеличился диапазон движения. Получается, что раньше давалось с трудом. Они съехать с горы боялись, они встать на лыжи и пристегнуть лыжу. Они падали, они не могли стоять. Это китайская имидж-медицина. Я представляла, как они встают, и им это все мы проговаривали в медитации. А это соревнования, последние наши соревнования. Посмотрите, какие замечательные результаты. Это тренировки по плаванию с малышами. Ну, конечно, я делаю так, чтобы мои тренировки были очень веселые, позитивные. Поэтому и пою, и танцую, и шучу, и занимаемся творчеством, и выступаем с ребятами. А это ребята в 2016 году боялись выступать, но пришли все, вышли на сцену, и им аплодировали столько людей. Это их очень объединило, они преодолели страхи, почувствовали себя полезными. В 2016 году мы впервые вышли на сцену, и по сей день мы выступаем. В этом году я поломала ногу и вела тренировки лежа на кровати, говоря им весь процесс, чтобы они проходили по трассе. И что меня удивило, что они остановились в том месте, где мы практикуем цигун. И Алексей Смирнов взял на себя инициативу, сам провел гимнастику цигун и прислали мне видео. Также 8 марта ребята пришли ко мне поздравить, принесли торт, цветы, подарки. Для меня это была лучшая награда моей работы, потому что эти ребята научились сострадать и помогать. Вывод. Любые, даже незначительные результаты дают ребятам мощную мотивацию. Они видят, что у них получается. Это дает им желание и силы делать еще. Ребята видят ценность и созидательность деятельности. Они чувствуют в себе ресурс, чтобы делиться и готовы помогать другим. Это и есть интеграция в социальную жизнь. Спасибо за внимание.